Всем привет! Сейчас я покажу, как заправить картридж для цветного принтера HP 2600. Называется он Q6000A. Черный цвет. Значит, с одной стороны у него металлическая шпилька, с другой пластмассовая. Для того, чтобы вытащить металлическую шпильку, рядом с ней нужно просверлить отверстие. Затем берем бокорезы и цепляем ими шпильку и вынимаем. Чтобы вытащить пластмассовую шпильку, можно воспользоваться саморезом. Я сделал вот такой инструмент. Немного вкручиваем и тянем на себя. Шпилька вытягивается очень легко. Затем нам надо снять пружинки по краям картриджа с одной и другой стороны. Сначала отсоединяем шторку. Затем немного приподнимаем черную часть картриджа и снимаем пружинки. Берем пинцет и снимаем сначала с одной стороны. Обязательно запомните, какая пружинка с какой стороны стоит. Точно так же делаем с другой стороны. Приподнимаем черную часть картриджа и снимаем пружинку. Теперь картридж разъединяем на две половины. Сначала берем ту, которая с фотобарабаном. На оригинальных картриджах фотобарабан несъемный. На этом картридже, чтобы снять фотобарабан, надо надавить на него на втулку вот с этой стороны. Снимаем пружинку, которая фиксировала шторку. Не потеряйте ее. Теперь берем отвертку, сжимаем втулку в фотобарабане и снимаем барабан. Также снимаем вал заряда. Теперь можно вытряхнуть отработку.
Затем можно пропылесосить или протереть сухой салфеткой. Если барабан несъемный, то можно где-нибудь в этом месте просверлить отверстие и через него высыпать отработанный тонер. Затем его заклеить. Теперь убираем отработку. Дальше работаем на чистом рабочем месте. Берем сухую салфетку. Протираем вал заряда. Ставим на место и прищелкиваем. Фотобарабан также протираем сухой салфеткой. Вставляем непружинящую часть, белую. Нажимаем на пружинящую втулку. Ставим барабан на место. Проворачиваем барабан. Эту половину откладываем в сторону. Займемся той, которая с тонером. Отсоединяем от нее защитную шторку. Откручиваем два винта, которые фиксируют боковую крышку. Теперь снимаем боковую крышку и находящиеся под ней шестеренки. Не снимаем только большую шестерню и ту, которая на магнитном валу. Теперь мы видим белую пластину, которая удерживает магнитный вал. Откручиваем винт. И снимаем белую пластину. Если плохо снимается, можно поддеть отверткой. Теперь вынимаем магнитный вал. Не потеряйте пластмассовые втулочки-бушинги. С одной и с другой стороны на магнитном валу.
теперь вытряхиваем весь оставшийся там тонер. Дозирующее лезвие лучше не трогать, потому что там установлен определенный зазор. Если вы все-таки это сделали, вам понадобится вот такой щуп. Берем щуп 0,75. Подкладываем его вот в этом месте с одной стороны, прижимаем дозирующее лезвие и фиксируем винтом. Точно так же с другой стороны. В этом месте вставляем щуп, прижимаем и фиксируем винтом. Я этого делать не буду. Высыпаю все, что там осталось. Затем можно пропылесосить. Или протереть салфеткой или кисточкой. Протираем вал сухой салфеткой. Теперь убираем остатки тонера. Берем подходящий тонер и засыпаем примерно 90 грамм. Засыпаем через отверстие под магнитным валом. Распределяем по всей длине и проворачиваем пористый вал, чтобы тонер ушел внутрь. Затем снова насыпаем и крутим вал.
Делаем так до тех пор, пока не насыпем нужное нам количество. Также нужно провернуть большую шестерню, чтобы при помощи мешалки тонер равномерно распределился внутри картриджа. Теперь берем ватную палочку и протираем ей край дозирующего лезвия. Аккуратно, не помните его. Теперь одеваем бусинки на магнитный вал с одной и с другой стороны. И вставляем сбоку магнитный вал. Немного проворачивая, вставляем его на место. Затем фиксируем магнитный вал белой пластиной. И крепим ее винтом. Теперь ставим на место шестеренки. Начинаем с маленькой.
затем большая двойная. И последняя шестеренка. Теперь одеваем боковую крышку. И крепим ее двумя винтами. Теперь можно пропылесосить картридж, либо протереть салфеткой. Затем проворачиваем магнитный вал. Слой на нем должен быть тонкий, ровный. После этого приступаем к сборке. Берем ту часть, которая с фотобарабаном. Сверху на нее кладем бункер с тонером. Берем пружинки, каждую со своей стороны. Приподнимаем бункер с тонером немножко вверх и одеваем пружинки. Сначала с одной стороны, потом точно так же с другой. Теперь вставляем шпильки. С этой стороны пластмассовую. Вставляем до конца. С другой стороны металлическую. С одной стороны она немножко уже. Вот этой стороной и вставляем шпильку. Можно немножко подстучать отверткой. Затем берем пружинку, которая подпружинивает шторку. Ставим ее на место. Вот таким образом. Шторку прикрепляем к бункеру с тонером. Берем плоскую отвертку, поддеваем пружинку с одной стороны. Вот таким образом. Подводим шторку под пружинку. И прищелкиваем.
И с другой стороны прищелкиваем шторку. Картридж готов к работе. Чип на картридже, который находится вот в этом месте, можно менять, можно не менять. Кто-то говорит, что он влияет на качество работы. Я этого не замечал. Но работу он не блокирует. Если понравилось, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии.